Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на лето 2024 года. Да, дорогие, лето надежд, и это видео про июнь, июль и август, для того, чтобы вы смогли максимально продуктивно спланировать этот период времени. А вначале спрошу, как прошла ваша весна возможностей? Много ли вы воплотили? Что вы сделали? Упустили ли вы возможности? Боролись, старались, напрягались, делали? Или же весна, в принципе, прошла так шатко-валко, особых планов у вас на нее не было, и поэтому здесь как-то вот сейчас вы ждете лето с предвкушением. Скажу сразу, что я не просто так назвала этот период лето надежд, потому что все-таки в этот отрезок времени у нас будут моменты, которые захочется нарисовать себе иллюзии, расслабиться, сказать, что все будет хорошо и прекрасно. Но скажу так, у вас, дорогие скорпионы, гороскоп, ну, не то чтобы нужно прям очень сильно трудиться и стараться. Во-первых, Юпитер уже ушел в знак Тельца, значит, он уже на ваши транзитные карты не делает оппозиции к вашим натальным солнышкам, да, поэтому здесь остается только Уран. Конечно же, все те скорпионы, которые родились в третьей декаде, то есть это ноябрьские скорпионы, здесь, ребята, да, здесь, конечно, трудимся, потому что Уран делает ту самую оппозицию на ваше натальное Солнце, и здесь история максимально обнулиться, максимально сбросить балласт, максимально начать думать и делать по-новому. Но для того, чтобы к этому прийти, конечно же, здесь момент того, что необходимо начать мыслить по-новому, да, понять, что где-то вы что-то не дорабатываете, где-то что-то не случалось. Да. Такая мысль будет в вашей голове, я бы сказала, на все лето. И сейчас пока эта оппозиция идет, да, дорогие скорпионы третьей декады. Если про других скорпионов я это не говорю, значит, ребята, у вас этот момент уже прошел. Он к вам никак не относится. Вы и так уже это пережили годом ранее, 2, 3 и 5. Поэтому здесь, ребята, конечно же, понимаете, что если я про вас не говорю, это не говорит о том, что я вас обделила, как-то не люблю. Нет. Просто четко сейчас в ваших транзитных картах наблюдается именно этот аспект. Здесь, конечно же, понимаете, что легко в таком состоянии со всеми ругаться, бросить работу, бросить отношения. Но здесь история, как всегда, проверки на прочность. Я всегда говорю, все те, кто куда-то идет, стремится в этой жизни, у кого большие планы на эту жизнь, прям такой масштаб, амбициозность, то здесь история того, что легко не будет, ребят. Постоянно будут какие-то ситуации выводить из колеи, постоянно будут какие-то вот такие истории, которые уже достали, но с ними ничего не сделать. Нужно просто отдаться этому потоку, понять, что вот эта вот вечеринка, да, как я ее называю, она будет продолжаться, и здесь просто вам нужно в условиях вот этих сложных, неоднозначных ситуаций, которые, казалось бы, как будто из кино, так в жизни не бывает, но с вами они случились, да, они будут всю жизнь вас сопровождать. Потому что, естественно, те скорпионы, которые по жизни никуда не стремятся, они будут сидеть спокойненько, сетовать на жизнь, на проблемы и тому подобное. Тот, кто куда-то летит и ускоряется, естественно, всегда будет что-то одолевать. Поэтому, ребята, здесь такое, я бы сказала, просто поймите эту философию, оно у всех так. Неважно, какого вы знака зодиака, но у скорпиона, естественно, задачи по жизни мощные, глобальные. Не просто так скорпион — это такой простой, непростой знак, я бы так сказала. Просто у скорпионов не бывает. Итак, ребят, идем дальше. Вот этот период, я бы сказала, наэлектризованности эмоций, чувств, своего эго, все выводит в состояние, будет длиться все лето, да. Плюсом здесь, конечно же, история того, что в конце лета, с 1 сентября разворачивается Уран, и вот все то, что вы не доделали летом, не разобрались, да, конечно же, будет такая работа над ошибками. И уже когда он будет идти в ретроградном движении, этот Уран, эта история обычно у нас где-то на полгодика, 5 месяцев, 6 месяцев, да. И здесь история такая, что потом будет сложнее. И вот эта вот история, разбираться в себе, эмоций будет гораздо больше. Итак, не скажу, что все будет очень плохо.
Потому что здесь все-таки и Сатурн, и Нептун, которые сейчас идут по рыбам, они все-таки делают приятные трины к вашим транзитным солнцам. Здесь, конечно, ребята, понимаете, да, те скорпионы, которые родились в третьей декаде и во второй декаде. У вас, конечно же, такой, я бы сказала, карт-бланш, потому что и Сатурн, и Нептун вам помогают. Сатурн помогает, и мысль такая в голове, что надо потрудиться, и все хорошо в этом плане. А Нептун помогает эмоционально, потому что Нептун это эмоциональная планета, и в принципе здесь есть такая стыковка с водным скорпионом, поэтому, ребят, понимайте, что эмоции будут разные, но это нормально. Но скажу вам, что со знаком плюс эти истории все продлятся в июне, а в июле и в августе уже у нас и Сатурн, и Нептун уходят в ретроградное движение. Да, ребят, у нас 3 июля разворачивается Нептун. И здесь, конечно же, прикреплю видео, ссылочку на видео про Нептуна. Посмотрите, кто еще не видел, за какой дом и управителем какого дома у вас отвечает Нептун. Естественно, эта сфера будет у вас максимально эмоционально фонить, отдавать и включать эмоции. И, конечно же, в этот самый момент, чуточку 3 днями ранее, 30 июня у нас разворачивается Сатурн. Здесь история того, что будете трудиться, но больше, но будет получаться все равно. Потому что благоприятный аспект вам здесь всячески помогает, поэтому, ребята, не унываем, делаем и трудимся. Что касается июня, то у нас один из мощнейших дней, который скорпионы, конечно же, не пропускают никогда. Это день летнего солнцестояния. Он у нас будет 20-21 июня. Почему две даты? Потому что в западном полушарии это 20 июня, 21 июня это будет в восточном полушарии. Длится у нас солнцестояние всегда сутки, но эффект от него плюс-минус 3 дня от этой цифры, от этой даты. И плюсом, конечно же, 22 июня не совсем простой день. У нас с вами, ребят, полнолуние. Полнолуние это будет в Козероге. Напряженный эмоциональный день, поэтому здесь будьте аккуратны, сохраните свои эмоции в порядке, свои чувства. И здесь, конечно, такая история, что необходимо понимать, что вы хотите в своей работе, в своей карьере, потому что это будет полнолуние как раз-таки перед разворотом Сатурна. А Сатурн всегда отвечает за карьеру, за статус, за реализацию, кем вы хотите вообще в принципе стать, да? Какой будет ваша карьера и куда вы в принципе идете по жизни. Вот так у нас закончится июнь. Про все остальные другие аспекты про вас не говорю, дорогие скорпионы, потому что по вашей силе все остальное, оно такое гораздо простое и, казалось бы, не будет вас так сильно отягощать. Да, здесь только скажу, что понимаете, что на планете 700-800 миллионов скорпионов, все родились в разное время, все в разном возрасте. Кому-то 35-36, кому-то 45-50, кому-то 20-22, и это те люди, которые вообще пока не знают проблем, потому что они только учатся жизни. И, понятное дело, кому 36, 37, 38, 40, 45. Это те люди, кто проходит мощные и кармические отработки, и трансформации. И здесь история того, что жизнь постоянно усложняется, идет мощно. И понимаете, что у вас у каждого своя натальная карта. Я лишь даю общий гороскоп и прогноз, да. А под каждого, если вы хотите знать ответ, оставляйте в комментарии под этим видео. Обязательно указывайте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, чтобы я именно под ваш вопрос ответила вашу натальную карту и вам ответила. Конечно же, у кого нет времени ожидать время, пока я отвечу, в описании канала, в описании под этим видео ссылочка, записывайтесь на консультации, летние цены до 1 сентября. Работаем, ускоряемся, максимально делаем все, чтобы это не было у нас летом таким, вот реально, чтобы это не было летом надежд, потому что если все-таки оставить в это лето одни надежды, тогда, боюсь, осень будет очень неоднозначно, да, поэтому здесь... Ребята, ускоряемся, у нас наступил июль, естественно, да, в конце июня развернулся Сатурн, в июле 3 числа развернулся Нептун, и если бы это было просто так развернулся Нептун, эмоций будут выходить много, но Нептун развернулся еще и в квадратуре с Лилит, и здесь, конечно же, эмоции, страхи, переживания. Почему для вас это важно? Потому что Лилит это
тот элемент натальной карты, который черпает, я бы так сказала, эмоции, силы Плутона. Это все те потаенные истории про вас, дорогие скорпионы. Поэтому здесь эмоции, переживания, измены, страхи по поводу измен, по поводу неразделенной любви, по поводу финансов, остаться без денег, остаться без финансовой подушки, остаться без дома, остаться без своего окружения, без своего партнера, без своего бизнеса. Ребят, здесь можно много перечислять таких очень мощных тем. И про что на самом деле отвечает Лилит, особенно если в вашей натальной карте Лилит в 4-м, в 8-м или в 12-м доме, у вас потрясающая просто интуиция, и вы чувствуете еще до моего гороскопа, что что-то будет не то, да, и если вы следуете своей интуиции, вы правильно делаете, потому что не просто так у вас есть этот компонент, он у вас очень сильно работает. Все в этой жизни не просто так. Не просто так нам даются проблемы, страхи и переживания, потому что именно из этого мы черпаем силы для развития. Поэтому, да, дорогие мои любимые скорпионы, начало июля уже заставит бодриться. 6 июля у нас с вами новолуние в Раке. Можно сказать, что это такое доброе, теплое, приятное, душевное новолуние. Да, история того, что захочется на самом-то деле семья, любовь, обнимашки, провести романтичное это время, прекрасно проводить. Я вообще только за, если, конечно, сможете расслабиться, потому что у нас с 7 июля, это следом день, естественно, у нас все в полнолуние, либо в новолуние всегда включаются какие-то новые истории, которые нас заставляют ускоряться, да. И здесь, конечно же, в последние, как обычно, часы новолуния у нас включается оппозиция Венера-Плутон, которая продлится с 7 июля по 18 июля. Про что вообще Венера-Плутон? Венера-Плутон, особенно если в ваших натальных картах есть эта оппозиция или квадратура, или соединение Венера-Плутон, тогда вы четко сейчас понимаете, про что я говорю. Эта история, ну, сейчас очень модно говорить про абьюз. Да, это история сложных семейных взаимоотношений у родителей. Это история, когда кто-то хочет кого-то подмять под себя. То есть здесь история всегда того, что мы хотим переделать партнера, мы хотим заработать много денег, мы хотим много чего изменить, но для, вот парадокс вот этого всего, да, для того, чтобы это достичь, большинство, конечно, людей на этом аспекте расстаются, потому что сложно выдержать вот этот накал страстей, сложно простить. Это аспект, на самом деле, когда необходимо простить, да, понять, встать в положение, как обычно, да, вот, то есть здесь вот работа внутренняя над собой, не лопатой нужно идти махать, да, то есть внутренне подумать и соединить вот эти истории. Это когда вот люди в отношениях кричат и не могут договориться, да, то есть можно даже кулаками начать размахивать, да, но это сложно. То есть это вот когда вот уже эмоции не остались, и человек просто начинает понимать, люди начинают понимать и думать, идут ли они вместе в будущее или нет, или они расходятся. К сожалению, большинство расходятся, страшно. Страшно довериться. То есть Венера-Плутон это всегда такой сложный аспект доверия, когда все рушится, да, в семейной жизни. И здесь сложно всегда доверять, да. И это вот история про смелых. Кто начинает вот идти в это доверие, кто начинает понимать, а если я вдруг не прав? А если вдруг я не прав, не партнер не прав, а если вдруг партнер-то менять не надо, он нормальный, а это я немножко неадекватный. Потому что, открывая натальные карты, как правило, совместимость двух партнеров, примерно плюс-минус похожие аспекты. И когда мне говорят, это он или она плохая, а я вообще, вот меня вот изводит, я все подаю на развод, я понимаю, что люди-то одинаковые, просто эмоции не дают разобраться. То есть вот когда вот эти эмоции отступают, когда наступает вот это вот осознание, четкое понимание, куда же вы по жизни идете, и что с этим все равно придется сталкиваться снова в новых отношениях, и опять придут те же аспекты, те же события, опять все то же самое, потому что все равно, как только вы захотите подняться на уровень выше, эта история всегда будет
точно такая же похожая история появится в вашей жизни. И если вы в этот раз пасанете, тогда, конечно же, снова ничего не получится, снова депрессия, переживания, назад откат и потом опять собираться. Поэтому здесь, конечно же, ребята, я про то, чтобы вы, дорогие скорпионы, эту планку брали, не оставляли эту историю на потом, потому что эта история, ну, по факту всей вашей жизни, Венера, Плутон, это, ну, такая партнерская история абсолютно про скорпионов, поэтому здесь, дорогие мои, я бы хотела, чтобы в этом июле вы, конечно, подняли свою планку в отношениях, потому что, поднимая планку в отношениях, это говорит о том, что вы не просто с партнером умеете классно вместе существовать, строить жизнь, но вы еще можете строить и свой бизнес, и строить свои отношения своими деньгами. Потому что у скорпиона Венера, Плутон — это не просто про любовь, страсть, секс, это еще история с деньгами, это еще история со здоровьем, это еще история собственного удовлетворения жизни, насколько мне хорошо. Потому что для скорпионов это, в принципе, основная большая, мощная такая кармическая задача. И, конечно же, когда она могла еще наступить? Конечно же, под летнее солнцестояние, естественно, ребята, потому что осенью будут совершенно другие задачи. И здесь об этом нужно подумать, каждому по силе. Итак, Венера, Плутон 7 по 18 июля. Здесь, ребята, конечно же, идем в активность и задаем себе вопрос, что мы делаем не так, что мы не доделаем для того, чтобы было у нас все хорошо. И почему я говорю, что здесь история про работу, здесь история, что можно разойтись, а можно пойти в будущее дальше и повысить уровень своих финансов. Потому что же точно так же с 7 июля у нас Марс становится в соединении с Ураном, который в этот момент находится, еще Уран у нас еще в Тельце, мы помним, а это, естественно, Венера у нас отвечает за знак Тельца, и история того, что здесь финансы, здесь мы идем вперед, и еще Уран у нас не ретроградный, он ретроградный будет только с 1 сентября этого года, да, и сейчас только ускоряться, только повышать в деньгах, только расти, запускать новые проекты, да, и здесь история того, что и Венера, Плутон, и Марс, Уран, здесь как раз и мужское, и женское, да, насколько мы ускоряемся, насколько мы вот в этой вечеринке событий можем устоять и идем вперед. И Марс-Уран длится точно так же, этот же период с 7 по 18 июля, и с 18 он начнет по чуть-чуть разъезжаться, еще будет чувствовать, фонить эмоции, но уже как-то вот скорпиончиков уже это будет не очень трогать, потому что уже будет неточный такой, я бы сказала, не узкий аспект. Поэтому здесь, ребята, работаем. Естественно, после такого мощного двухнедельного периода в июле, 21 июля, что полнолуние, естественно. Полнолуние в Козероге, но, ребят, полнолуние-то в Козероге, заметим, второе полнолуние в этом лете, да, и в Козероге. Но это полнолуние будет в соединении с Плутоном. Да, мои дорогие, вот понимаете, вот это тот самый момент в этом лете, проверка вас на прочность. Мощная, сложная, да, эмоциональная, на развороте Нептуна, на развороте Сатурна, понимаете, вот все это будет эмоционально и кипеть. И здесь, конечно же, я не скажу, что вот, понимаете, вот так вот, типа, звезды сказали, все, надо расходиться, надо расставаться, нужно увольняться срочно с работы, нужно, там, я не знаю, впасть в депрессию, нет. У нас вообще все задачи по жизни даны для нашего ускорения. Если мы этот урок проходим, ну, это как в математике, да, то есть если мы решаем эту задачу, мы идем дальше. Если мы не решаем, мы стоим на месте и делаем эту домашку, пока мы ее не сделаем. Да, в жизни все точно так же, понимаете. И здесь история того, что не пасуем, не переживаем, потому что хотелось бы сказать, что дальше у нас будет немножко момент полегче, но нет, ребята. Не оставляем надежд. После полнолуния в июле у нас начинает съезжаться Венера, Уран, квадратура. И здесь, конечно, захочется просто уйти в закат, захочется просто уйти куда-нибудь гулять, не заниматься своими задачами и проблемами. И это, ребята, я бы так сказала, такой план так себе. Здесь стойкость на проверку чувств, потому что у нас всегда, если Венера, Плутон — это аспект доминирования, когда мы боремся, но мы вместе, мы решаем, мы пытаемся как-то вот, это вот как бокс, да,
то Венера-Уран – это аспект разводов. И это история того, что мы плавно же входим в август, а вы сколько помните в своей жизни счастливых, вообще радостных августах. Просто разверните, потому что обычно все планеты проходят примерно плюс-минус те самые периоды ежегодно, то есть цикл примерно один, плюс-минус где-то задержались. В этом году пораньше они пришли. Обычно у нас прям в августе вот эта сухая, мощная история, когда вот все накаляет, да? А здесь уже в июле. Поэтому, да, закаляемся, год полон таких, я бы сказала, событий. И здесь, после полнолуния, как раз-таки в июле у нас начинает Венера, Уран, квадратура, когда захочется просто расстаться, развестись, подать документы и сказать: ой, все, мне эта история надоела, встречу себе нового человека по жизни, будет все хорошо. Ребята, если на этом моменте вы захотите все-таки подать документы и развестись, это будет длиться долго. На практике обычно месяца 3 длится сам развод, а потом еще годами тянется. Спрашивайте меня, почему? Потому что пока у вас примут все вот эти документы, у нас уже наступает август. 4 августа можно было сказать, что у нас такое классное новолуние во Льве, и Солнце и Луна во Льве, и здесь Юпитер в таком гармоничном аспекте делает классный секстиль к Солнцу, и здесь хорошие такие вроде, казалось, добрые аспекты, как все там астрологи сейчас модно делают, лунар строят на эту дату, и все, и говорят, что ой, все классно, весь месяц хороший. Ребята, заглядываем последние часы новолуния, это уже 5 августа, неважно в каком полушарии вы находитесь, и у нас включается ретро-мерк. Да, ретроградный Меркурий у нас включается в знаке Девы. И здесь, конечно же, захочется максимально докопаться до партнера, максимально найти его худшие стороны, потому что на момент ретроградного Меркурия у нас Меркурий в соединении с Венерой, все это добро в Деве и в квадратуре с Ураном. И здесь, конечно же, вы мне скажете, что с этим делать. Ребят, не гоните, не торопитесь. Потому что на самом-то деле, когда Меркурий ретроградно находится в Деве, это хорошо делать работу над ошибками, многие дела с документами. Да, вы будете выискивать свои какие-то ошибки, свои недочеты, это хорошо. Направьте максимум в этот момент на свою работу, для того, чтобы личная жизнь не страдала. Да, но здесь история заключается, знаете, в том, что до 15 июля у нас все-таки будет, я бы так сказала, момент, когда ретро-мерк будет в Деве, а потом он перейдет во Льва. И здесь, конечно, захочется вообще вот история того, что быть таким очень позитивным, очень веселым, отойти от ответственности, да, потому что заземление Меркурия такого сложного, еще и с Ураном, это хорошо для освоения знаний, при этом мы все еще внимательны за рулем, на дороге, да, то есть к таким сложным историям мы еще можем проверять документы. Но с 15 августа у нас уже, конечно же, Меркурий будет во Льве, и здесь уже наша внимательность улетучится и на дороге, и в документах, да. Мы будем такие, захочется вести такой немножко, я бы сказала, праздный образ жизни, но это, я бы, знаете, сказала, такая... Не то чтобы утопия, это фиаско. И здесь момент того, что необходимо быть внимательным. Все равно нас заставит этот август быть внимательным, потому что именно с 13 августа у нас Сатурн складывается в оппозицию с Венерой, которая как раз-таки откатилась от ретро-мерка. Да? И здесь история, знаете, про то, что сухость эмоций, переживания, отдаление от партнера, да, отдаляемся от партнера, отдаляемся от своих же финансов. Да? Кажется, что мы вот такие продуманные, отдаляемся от партнера, как-то вот не будем просто вот немножко вот так обиду потаим, потом с этим разберемся. Не нужно. Прорабатывается очень классно аспект этот разговором, пониманием, то есть это эмоциональный труд, эмоциональное тепло, потому что это история про то, что мы не договариваем, копим в себе обиды, копим в себе проблемы и врем себе в том числе. То есть мы создаем такую историю наслойки друг на друга, то есть мы обманываем себя в отношениях, мы обманываем себя в финансах, вообще нам жизнь наша особо не нравится, мы просто такие, да ладно, нормально пойдет все. Да вообще не пойдет. А почему тогда возникла вся эта ситуация? Да? То есть здесь, конечно же, с 13 августа у нас
Ну, естественно, до конца месяца, то есть оппозиция Венера-Сатурн, здесь просядут финансы, просядет история с любовью, душевным теплом в том числе, поэтому это все лечится, как закаляем иммунитет и разговариваем. Доверяем партнеру, стараемся не тратить, а заработать. То есть это вот такая вот обычная жизненная история, в которой необходимо трудиться. Но, как говорится, было бы желание, мы же живем в мире, в котором все легко, есть волшебные таблетки, где не нужно трудиться и все дается хайпом и нахрапом. Ребят, вы осознанный знак, и я знаю, что вы меня понимаете. Да? Немножко, конечно же, говорю с иронией, потому что записывать всегда очень сложный и про сложный гороскоп. Это такая, знаете, история, которая говорит, очень плохой гороскоп, все. Ну, ребят, какой есть. Я не могу говорить с оголделым таким лицом, что все скорпионы выйдут замуж и женятся, что вот прям столько денег придет. Нет, ребят, август это месяц борьбы и труда. Так и есть. Вот это честно. И даже в этом августе все сделать будет проще. Почему? Потому что у нас еще не развернулся Уран, который вы, дорогие скорпионы, вообще не любите. Он еще идет в прямом положении. Да, развернулся Сатурн, да, развернулся Плутон. Но, мои дорогие, Плутон до 1 сентября идет по знаку Водолея. Идя по Водолею, я бы так сказала, история того, что вам немножко сложновато, да, совсем скоро он перейдет в Козерога и будет еще там несколько месяцев мяться. И здесь история того, что где-то перестанет трясти, где-то станет полегче, да, все, конечно, зависит от ваших транзитных карт, но в целом те аспекты, которые у нас есть на небе, понимаете, что в августе при ретроградном Меркурии, который продлится с 5 по 28 августа, почти весь месяц, если вы не будете подвисать, то все остальные вокруг будут подвисать, и не все знаки могут справиться с таким напряжением, то есть с такой отсутствием концентрации. Да? При этом это хорошее время для того, чтобы трудиться, зарабатывать. Первая неделя августа хорошая для экзаменов, сдач всяких различных историй, овладения навыков различных, да, там пусть это будет даже вождение, да, экзамены, если вы которые не могли сдать или защитить ранее, первая неделя августа прекрасна, несмотря на то, что ретромер, вот эта вот история, потому что Меркурий это планета, которая любит напряжение, в квадратуре с Ураном делает только сильнее. Да, это сложный такой, но это момент, когда можно много в себя информации затолкать, я бы сказала, и потом ее применить. Поэтому здесь, конечно же, эти знания, эти эмоции применяйте в жизнь. Не бойтесь, не стесняйтесь, не настолько будет сложный и кошмарный месяц, чтобы мы все не справились. Мы справимся, ребята, и пойдем дальше. И тогда, конечно же, у нас сентябрь будет другой. Сложное будет немножко, ребят, немножко будет сложное полнолуние, которое будет 19-20 августа. Финальное полнолуние этого лета, оно будет в Водолее. И здесь история для вас не очень такая сильно прям приятненькая, да, потому что вы как раз-таки еще в это полнолуние Уран будет делать оппозицию к скорпионам, которые родились в третьей декаде, ребят. Все так же про вас говорю. Здесь сложный, эмоциональный, напряженный такой день, события, моменты, которые будут выводить из колеи резко, потому что вы все-таки любите размеренность, вы все-таки любите, когда вот вы чувствуете, что вот это придет в определенный какой-то день, а Уран, он действует. Вот просто сегодня зашла вечеринка вот таких странных событий, и все повернулось с ног на голову, да, то есть абсолютно не ваша энергия, но если вы скорпион, у которого сильный, мощный Уран в натальной карте, и вы умеете с ним классно жить, существовать, и для вас вот такие события, которые выбивают из колеи, это абсолютно нормально, тогда для вас, естественно, это будут те события, которые вы ожидали, ничего нового. Вы скажете, нормально, я и так все ощущаю, чувствую, вот Жень сказала, вот я и так все это знал. Поэтому да, следуйте своей интуиции, еще раз говорю, потому что для вас это очень важный компонент в ваших натальных картах. Ребят, вот такая история продлится у нас в это лето.
Не скажу, что будет сложно, что можно сесть, рыдать и впадать в депрессию. Нет, конечно же, есть моменты, в которых будет легко и просто. Это июнь, да, в котором будет жизнь такая, я бы сказала, налегке. Будет июль любовных, финансовых, эмоциональных проверок. И будет август, который заставит потрудиться тех, кто не захотел в июле что-то решать, переживать, что-то делать. Ты думаешь, что ну ладно, вот сейчас вот подожду и чуточку, вот оно все изменится само. Ребят, после июля всегда наступает август, это закономерность, да. И в этом августе аспекты, конечно же, очень мощные, очень сложные. И мы узнаем, как на самом деле вы это все прожили, как мы это все прожили, да, этой осенью. Эта осень будет сложнее, чем лето. И говорю это не просто так, с оголделым таким видом. Все скорпионы купят квартиру. Ребят, ну вы же прекрасно понимаете, так не бывает в жизни, да? Поэтому здесь настраивайтесь на то, что нужно усложняться, ускоряться. Откладывайте себе финансовую подушку, запасной аэродром. Всегда про это говорю, и это абсолютно нормально, когда у скорпиона есть не просто заначка, а сейф с заначками, в котором ему хорошо, потому что тот скорпион, который не вкладывается в свою работу, не вот свои качества, навыки в жизни не внедряет, не развивается, да, естественно, просаживается очень сильно здоровье. Поэтому, дорогие мои любимые скорпионы, не доводите до своего здоровья. В это лето со здоровьем не будет больших проблем глобальных, мощных, потому что это проблемы такие с финансами, с реализацией. Они не такие уж и большие, глобальные. Но для того, чтобы решить сейчас все ваши финансовые вопросы и любовные, в это лето будет сделать легче. И не делайте для себя, чтобы это лето было вот такое лето надежд. Делайте его для себя практичным, для того, чтобы максимально подкрепить оттуда опыта, чтобы внедрить этой осенью. Потому что, естественно, каждый год осень для вас это очередной момент, когда вы сдаете экзамен перед своим ежегодным днем рождения. Поэтому, да, дорогие мои любимые скорпионы, здесь, конечно же, у нас осенью опять будут ретроградные все планеты, уже начнут они ретроградить все вместе. Ну вот Юпитер только с 14 октября, а так у нас сентябрь, октябрь, все планеты в ретроградном движении, высшие социальные. Поэтому здесь, конечно же, ребят, давайте уже сейчас летом максимально включайтесь. Ну и не забываем, что у нас, конечно же, в сентябре коридор затмений, который будет тоже непростым. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это долгое видео до конца. Я желаю вам классного лета, не иллюзорного, и чтобы у вас было больше действий и продуктивных возможностей, нежели надежд. Ребят, если остались вопросы, оставляйте под этим видео, либо жду вас на консультации. Ну и, конечно же, в конце по классике актуальные ролики. Если вы их не видели, посмотрите, примите верное решение. Ну и большое видео, которое я очень люблю, за которое у меня потрясающие просто фидбэки и комментарии. Очень много скорпионов смотрят видео про себя и говорят, это про меня. Я очень рад, спасибо, я так посмотрел видео, наконец-то себя понял. И я очень рада, когда вы сами себя начинаете понимать. Ребят, спасибо, классного вам лета и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.